Друзья, всем привет! Сегодня у нас на обзоре одна из главных премьер прошлого месяца. Это один из самых ожидаемых гибридных кроссоверов за доступную стоимость. BYD Song Ultra DMI. Сегодня мы расскажем вам о его главных технологических фишках, системе DD-SHA и суперпомощнике Небесное Око, а также о том, что 310 км на батарейке у гибрида теперь можно получить за вполне разумную плату. Итак, начнем с внешности. Вживую он выглядит гораздо солиднее, чем на фото. Машина с ярко выраженной мускулистой подачей. Передняя часть — закрытая решетка радиатора, снизу управляемые заслонки. Воздухозаборники по бокам работают на аэродинамику. Боковой профиль классический для современного кроссовера, покатая крыша и намек на парящую стойку. Габариты внушительные, длина 4,85, ширина 1,91 м, высота 1,67 м. Колесная база 2,84. А вот задняя часть узнаваемая. Модные красивые фонари и аккуратный спойлер. Выглядит Song Ultra свежо, красиво, но в потоке среди других BYD династий может затеряться. Переходим в салон. Первое, что бросается в глаза, это пространство. При росте 1,85 м сзади коленям есть где разгуляться. Кстати, сидушку я сдвинул до максимума. И вот производитель заявляет, что задний ряд просторнее, чем у многих премиальных одноклассников. И, ребят, и я с ним соглашусь. Действительно, места очень много. Места очень много. Очень. Я так вообще тут. Это с учетом-то я бы развалился. Регулировка спинки есть, но только в одном положении. Вернее, скажем так, два положения всего. Да, и мне не хватает хлястика. Мы сейчас, когда раскладывали эти все спинки, у нас ремень, вот как у тебя вот сейчас залез туда-назад, и ты не можешь опустить ее вниз, поэтому. Да, поэтому тебе кажется, что она некомфортная. Вот. Поэтому, когда мы говорим о том, что вот очень удобная штука, вот эти хлястики, которые держат ремень безопасности, это действительно так. Очень часто все эти ремни попадают в замочек, и ты не можешь сложить все. Мы с тобой сейчас, когда делали тест-драйв, катались, мне очень понравился диван по комфортности. Он такой мягонький. Я, вот знаешь, я тоже все время ехал и хотел об этом сказать, но я не хотел перебивать тебя, хотел сказать об этом, то, что мне комфортно ехать, действительно. Даже мне вот. Я сижу, вот смотри, у меня как бы в таком положении вот, ноги лежат на диване. Складывается впечатление, что автомобиль более 5 метров в длину. Да, да. Когда в салоне сидишь здесь. Также мне понравилось, что он может раскладывать передние сидушки в лежачем положении. Ну, сейчас, наверное, это большинство автомобилей умеют делать. И, знаешь, я бы хотел проверить, сможешь ли ты вообще лечь в эту кровать? Смогу, но нужно купить специальный матрас. Ну, матрас купить не проблема, я думаю. Вообще. А мне нравится, что все это происходит в автоматическом режиме. Нажимаешь кнопку, и у тебя раз, все сложилось. Сзади у нас подлокотник, подстаканники, раздельные дефлекторы и USB Type-C разъемы. Все. Тут, короче, так же аскетично, как в Исталенде GT7. Но там цена 300 тысяч юаней, а тут, извините меня, от 129. Сенсорное освещение, крючочки есть, стекло сзади однослойное. Кстати, мы замерили сегодня шумоизоляцию, и автомобиль нам не понравился по шумоизоляции. И вот, возможно, сказалось заднее однослойное стекло. Причем оно тоненькое такое, знаешь, мало того, что оно. Плюс, скорее всего, сказать, дешевые шины, Чаоян, вот это. А шума много слишком было от стекол именно. Вот я когда даже стоял, машины проезжают, и ты сидишь, как будто бы у тебя окошко открыто где-то. Есть такое. А сейчас, друзья, давайте замерим шумоизоляцию. Не знаю, что покажут цифры, но шумоизоляция здесь не очень хорошая. Шум слышен как от дороги, так и от стекол. Стекла здесь, кстати, двойные, но они тонкие. И вот пропускают все равно они шум сильно так. А сейчас радиус разворота. На что способен этот автомобиль? С длиной 4,80 с лишним. Так, ну что? Ну, для такой колесной базы не самый лучший показатель. 10,5 метров диаметр, 5,25 где-то радиус. Центральный экран огромный, 15,6 дюймов. Ребят, но это не все, потому что здесь есть русский язык сразу из коробки.
Но вот что странно, у тестового автомобиля, на котором мы катались пару дней, там русского языка нет и в помине. Здесь же, пожалуйста, любой на выбор, что у электрички, что у гибрида. Как вы можете заметить, не все слова переведены. Допустим, дисплей есть адаптивный, Light и Dark. Вот так вот. Но думаю, это все прокачают, все будет нормально. Перед глазами водителя приборная панель 10-25 дюймов. А в топе доступен и проекционный дисплей на лобовое стекло диагональю 26 дюймов. Спасибо, что есть ambient подсветка. Да, она не самая лучшая из всей BYD, но, опять же, что мы хотим за эту стоимость? Есть динамическая тема, буйство красок, море и звезды и тропический стиль. Как мы вам уже говорили на презентации BYD, Song Ultra DMI стал первым автомобилем в линейке Династия с суперинтеллектом DidiSha. Это ваш цифровой друг. Он встречает вас приветствием, когда вы садитесь в машину, понимает даже с полуслова. Забыли название фильма? Просто опишите сюжет, и DidiSha найдет. Хотите заказать столик в ресторане или билеты в кино? Достаточно голосовой команды. Система адаптируется под вас, а не вы под нее. Это реально меняет отношение к управлению машиной, делая его почти человеческим. Ну и про владельцев Song Ultra EV тоже не забыли. Они получат обнову по воздуху. Приехали мы на нашу сложную трассу и сейчас посмотрим, на что способна функция удержания в полосе здесь, с крутыми поворотами. Нравится мне то, что вот прям с места можно запустить его и все. Это, понимаете, это в пробках вы стоите, включили, все, машина дальше сама поехала, сама. Потихонечку. Так, у нас скорость 30 установлена. Подъезжаем к первому повороту. И там едут мопедеры, которых тут сбивают постоянно. Он увидел мопед, приостановился, пропустил его, проехал дальше. Отлично. Подъезжаем к повороту 90 градусов. Сложный самый поворот. И он справляется великолепно. Просто великолепно. До 22 снизил скорость, и мы проехали этот участок. Друзья, а сейчас проведем эксперимент. Как автомобиль BYD Song запаркуется самостоятельно в сложное узкое место. Вот сейчас мы ему такую дали непростую задачу. Стоят машины припаркованные, которые мешают ему развернуться, чтобы, для того, чтобы ему сделать куча маневров. Допустим, вы приехали сюда, хотите припарковаться, но сделать это в 10 приемов вам лениво. Вам нужно бежать уже там туда, в торговый центр, покупать себе разные шмотки. Что вы сделали? Правильно, нажали одну кнопочку, все. Обратите внимание, стекла сами закрылись, да? Сами закрылись, не ты их закрывал. Закрылись стекла, и машина начала парковаться. А благодаря тому, что BYD дает вам страховку, гарантию на автоматическую парковку, вы не переживайте за то, что она поцарапает другую машину, либо там собьет столб какой-то, еще кого-то, человека какого-то собьет. Пускай за это за все отвечает BYD. И вот смотрите, вот сколько у нас время, да, проходит, вот таймер там вот уже идет, да, вы видите, сколько времени вы можете уже покупать какие-то вещи себе, трусы, носки, платьишки, там, бижутерию. Присутствие мешаете. Да? Когда вы туда-сюда ходите, да. А, мы мешаем, да, Антон говорит, ну, ничего страшного. Я со своим Xpeng уже давно перестал парковаться самостоятельно. Я на Сяшке также Приезжаешь в какой-то торговый центр, я понимаю, что там узкое место, что мне нужно время самому. Нафиг мне его тратить? Я вышел, все, говорю, паркуйся, я ушел. Она мне скинула фотку, что припарковалась, я отлично. Все, друзья, вот он заезжает, последний штрих. Все. Сколько времени прошло? Вот столько. Вот столько времени вы могли уже что-то там себе покупать в торговом центре. А там в туалет бежать. Ну или да, бывают такие моменты. А теперь заглянем под капот. Здесь нас встречает главная техническая начинка. Гибридная система нового 5-го поколения. А вот Song Ultra EV дарит нам 160 литров под капотом. Но давайте вернемся к гибриду. Главное здесь то, что на чистом электричестве он проезжает до 310 километров. Да, конечно, по циклу CLTC. Друзья, но это революция для подключаемых бюджетных гибридов. Раньше 100-150 километров считалось отличным показателем, а теперь 310. Можно забыть про бензин на неделю обычной городской езды. А вот если вам нужно ехать далеко, то вступает в работу бензиновый двигатель. Расход его
при высаженной батарейке всего лишь 3,3 литра на сотню. На полном баке и полной батарейке можно проехать 1845 километров, друзья. Да, конечно, по циклу CLTC, опять же. Что хочется сказать по подвеске? Отрабатывает она очень хорошо, мягко. Но вы знаете, чувствуется то, что подвеска не премиальная. Вот прям разница хорошо ощутимая. Она мягкая, она все хорошо проходит, но вы едете как будто вот на каких-то мягких мешках таких. Вот оно, знаете, так. Не плывет она мягко просто отрабатывает. Но за свои деньги, друзья, это просто поразительно. Вот мы проезжаем, глухо все, без пробоев, хорошо, четко отрабатывает. Антон, ты там сзади сидишь, тебе мягко? Да, мне хорошо. Вот, знаете, оператор сейчас снимает меня и говорит: не закрывай, пожалуйста, шторку. А я не могу, мне печет отсюда, просто печет. В Xpeng в своем я езжу, так не печет. Я даже вообще забываю про то, что у меня панорамная крыша. Как будто бы там шторка. То есть прям жарко. А вот сейчас хорошо. Можно я буду так снимать обзор? Не открывай, не открывай, не открывай. Ну вот так чуть-чуть, ладно, хотя бы чуть-чуть. Так, обзорность, друзья, хорошая. Ничего здесь мне не мешает. Зеркала классные, настраиваются они по-человечески. С дверных карт правое и левое зеркало можно в движении быстро, легко перестроить, настроить. Есть кнопка сворачивания зеркал. В общем, все по-человечески сделано. Вот чем мне нравится BYD, огромное количество кнопок. Обратите внимание, вот они здесь, вот здесь, вот здесь. Все. В этом автомобиле в максимальной комплектации есть холодильник. Он небольшой, маленький, но туда вот пара бутылочек влезет. Дальше. Xiaomi у нас задала тренд. И вот такие вот крепежи теперь появляются во всех автомобилях. Практически. Сюда можно прицепить какую-нибудь камеру, GoPro-шку или крепеж под телефон. Удобно. Молодцы. Над головой у меня есть подочечник. Хороший, с магнитиком. Ну и есть беспроводная зарядка на 50 ватт. Только для водителя. Пассажир отделен. Подвеска спереди Макферсон, а вот сзади, судя по мануалам, то, что они дают, написано многорычажная подвеска. Друзья, ну вот я заглянул сюда, и что-то на многорычажку как будто бы не похоже. Скорее, здесь полузависимая подвеска с торсионной балкой, что-то типа такого. Но я не профессионал, не специалист, себе лавров я не накручиваю, поэтому, если есть специалист, напишите, пожалуйста, как правильно называется эта подвеска задняя. Но мне кажется, это вообще не многорычажка. По крайней мере, не та, которую мы видели на других автомобилях. Но стоит отметить систему Union-C. Это адаптивные амортизаторы, которые подстраиваются под дорогу. И уникальная для этого класса система TBC – устойчивость при проколе шины, которая помогает сохранить контроль, даже если колесо внезапно лопнет на скорости. Что для такого класса и стоимости довольно редко. Что касается чисто электрической версии BYD Song Ultra EV, то она, напомню, вышла чуть ранее, в апреле этого года. Оснащается она задним приводом, мотором либо на 240, либо на 270 киловатт, в зависимости от комплектации. И в зависимости от комплектации есть батарейка на 69 или 83 киловатт-часа и запас хода 605 либо 710 километров соответственно. А вот что самое интересное, что эта бюджетная версия оснащается в системе Flash Charge. То есть через порт быстрой зарядки вы можете ее зарядить за 5 минут на 80%. Это ли не чудо? Управление автомобилем комфортное. Вот комфортное. Но не премиальное, не прям, знаете, такое, очень супер понятное, что ли, можно сказать. То есть здесь вы едете просто как на обычном автомобиле. Лёш, так цена здесь обычного автомобиля, комфорт класса. Да. И вот даже заходя в повороты в такие вот, машину просто тащит ее. В шашечки, конечно, здесь не поиграешь. Это бюджетный, классный, семейный кроссовер. Вот так он называется, и так и нужно его охарактеризовать правильно. Подвески, там, знаете, вот то, что в буклетиках пишут, там, подвески суперсовременные, там, все вот это вот. Просто обычно хорошая подвеска. Посадка здесь комфортная, не жмет,
не поджимает. Кресло не прям лакшери, опять же, да. Мы, понимаете, как бы после люксов садимся в такой бюджетный вариант, и здесь, конечно же, вот сравнивать его очень тяжело. Но за свои деньги здесь все хорошо. Вы едете комфортно, с таким сиденьем можно проехать на далекие расстояния. Вентиляция, подогрев, массаж даже есть, понимаете. В общем, в принципе, все хорошо. По педалям газа, тормоза, в принципе, вопросов нету, но, вы знаете, вот педаль тормоза, она слишком чувствительная к нажатию. То есть, поначалу, первое время, вы будете, наверное, тормозить резко. Экраны классные, сочные. Вот сейчас мы едем, у нас солнце в зените, да, бликов практически нету никаких, мне ничего не мешает, я четко вижу все, что отображается на них. Плюс вдобавок есть еще у нас HUD. Хорошая, большая, сочная. На ней даже здесь в Китае отображается таймер у светофоров. Что, конечно же, очень полезно. Друзья, ну что, давайте замерим ускорение у электромобиля. С 0 до 100. Поехали. Леша, где тормоза-то? Тормоза, похоже, потеряли там. Ну, как бы, ускорение у нас здесь 7 секунд до 100, заявлено 6,8. А вот тормоза слабоватые тормоза. В ту сторону я проехал, у меня было ускорение 7,3, сюда 7,0. Заявлены у нас 6,8 секунд у электромобиля. В общем, как бы ускорение он не оправдал свое, к сожалению. Багажник, друзья, большой, 680 литров в таком состоянии и 1660, если мы разложим задний ряд. Раскладывается он в ровный пол, можно, соответственно, сделать кровать, можно возить какие-то длинномеры. Леш, интересный факт. У электрички-то на 50 литров багажник больше. За счет того, что бензобака нету, да? Под пол больше. Получилось Да, сделать. вот уже побольше всего можно Кстати, бензобак бросить. на 60 литров. Ну, блин, дайте розетку. V2L есть, 220 вольт вставил, надо, пожалуйста. Жадины. Ну и теперь самое интересное. Из чего состоит BYD Song Ultra? Оцинковка. Полностью автомобиль в круг оцинкован. Слой краски не очень большой. 110 был по всему корпусу, 80 на порогах. Но, тем не менее, полностью весь оцинкован. Замерим салон. Спереди 1,46 м, сзади 1,40 м. Слушайте. Простор кажется просторным, но цифры говорят о том, что это не совсем просторный салон. Он не маленький, он средний. Под батарейкой 23,5 сантиметра. Самую низкую точку я нашел под защитой 19,7 сантиметров. Антох, поднимай клиренс. Так пойдет. Здесь же пневмы нету. Точно. А вот в электрической версии под батарейкой 21,8 сантиметра. Ну, в принципе, логично, да? Батарейка же должна что-то занимать у нас, какое-то пространство. А вот минимально 18 сантиметров. Вот Алексей сравнивает рулежку автомобиля, все как-то отсылаясь к премиальным. А я хочу сравнить, когда мы ездили на старом Сонге, когда мы ездили на Танге. И вот даже со своей Сяшкой. И тут вот сравнение такое получается, что этот автомобиль едет комфортнее, чем мой BYD Ся. Да, он не такой спортивный далеко, как BYD Танк, но так это и не тот сегмент автомобиля, это не та подача вообще в целом. И насколько же он меня удивил своей плавностью и комфортностью. То есть это электричка, на которой мы сейчас едем, и она может ехать 210. Мы вчера поехали на ней 210. Что я вам скажу? Так делать не стоит на этом автомобиле. Вот 140 – это тот предел, где рулить этим автомобилем комфортно на такой скорости. Дальше уже как-то страшновастенько. Собственно, у меня вопросов к этому автомобилю за эту стоимость вообще нет. Вот единственный, вот тут в дверных картах хотелось бы, значит, вот хотя бы дешевого, хотя бы дермантинчика туда, да? Так, вот кто это нас обгоняет? Song L. И я говорю, что я пока сейчас не прочитаю название у автомобиля BYD-шного, я не понимаю, это Ультра, Элька или что-то еще. Дизайн, к сожалению, вот сильно унифицировали под одно. И выглядит это все как одна машина. Вот у меня вот такая есть претензия. И поэтому Ocean серия,
Ocean серия, она выглядит как-то более интересно для меня. Что внутри, что снаружи. По посадке мне все комфортно, регулировок достаточно, что сидушек, что руля. Ну вот, единственное, что вот это сильно дешево. Хотелось бы побогаче, чтобы было. Это уж даже не знаю. Как-то стыдно, что ли, такое делать в современном-то автомобильном мире. Ну только в гелике можно, да? Понятно. В общем, режим рекуперации. Включили высокий, сильный режим рекуперации. Скорость 60, бросаю педаль. Я бы назвал это умеренным режимом рекуперации. А стандартный режим 60, бросаю педаль. А это назвал бы я экономом. А напишите в комментариях, вот насколько вы часто в электричке используете максимальный режим рекуперации. Меня вот Леша отучил от этого. Я вот езжу всегда с накатом и притормаживаю уже педалью. Потому что с максимальным режимом рекуперации всегда происходит вот такое вот, и все пассажиры выходят с легкой тошнотой. И вот Deepilot нового поколения Sinoa, который с функцией автопилота в городе, классная штука, едет он уверенно, не паникует, и даже в каких-то плохих участках в целом держит себя хорошо. Минус этого автомобиля то, что здесь климат-контроль двухзонный. То есть либо у меня, либо у пассажира переднего. А вот для задних пассажиров, увы, нету отдельной температуры. Получается, моя зона дает температуру такую же и назад. А вот зона пассажира переднего только для переднего пассажира температуру. Передаем привет нашему постоянному подписчику Олегу. Он всегда нам в последних комментариях пишет, что не сказали про ароматы. Пожалуйста, Олег. Вот, ароматы в этом автомобиле присутствуют. Правда, вот флакончиков не поставлено здесь, поэтому мы не можем оценить, насколько они приятно пахнут. Теперь о безопасности и мозгах. В Song Ultra можно установить небесное око 5-го поколения с лидаром. Но самое интересное даже не в железе, а в политике компании. BYD предлагает уникальную вещь – двойную гарантию. Если вы купили машину с этой системой, в течение года после покупки компания берет на себя ответственность за работу городского автопилота и автоматической парковки. Если система ошибается, BYD обещает покрыть ущерб. Это первый в мире подобный прецедент в массовом сегменте. Они настолько уверены в своем софте, что готовы гарантировать это деньгами. Причем без единого вмешательства водителя. Да, друзья. Ну и сейчас мы подошли к самому интересному, к цене. Сколько же все это стоит? Говорим про все комплектации. Димайка от 129 тысяч юаней до 171 900, если мы хотим себе лидар на лоб. Да. Если же нет... То есть за 129 тысяч мы можем получить уже гибрид, понимаете, ребят? Гибрид. На с запасом 200. хода 200 километров. 210. Да, 210. А если батарейку чуть больше взять, то на 310 километров мы покупаем автомобиль от 140 тысяч юаней. 140 тысяч юаней. Гибрид. Да. Гибрид. Классно. Супер. Нет, я бы Здорово. если вот классно, супер, здорово, вау, ух ты, ёшкин кот. А знаешь, я Потому что- о чем подумал? Вот мы с тобой снимали ролик на один из самых популярных автомобилей гибридных, Ага. A06, Ага. который тоже стоит дешево, да? Да. И вот я подумал, что хорошо бы было бы, если бы Чинан на базе вот этого вот седанчика сделал кроссовер точно такой же. Так все и ждали. А они в итоге выкатывают чудо-юдо, которое, блин, по утилю не проходит. Уважаемые компания Чинан, если вы вдруг посмотрите этот ролик, сделайте что-то наподобие А06 с проходным утилем в России. Да, да, потому Всё что это, да, автомобиль-то вообще тогда сказочный. Будем. Жалко, что здесь не проходной. Да, жалко, что не проходной, жалко, что BYD не дает прямого экспорта. Эти автомобили нужно либо искать на вторичке, либо 180 дней ожидания. Этой вторички еще даже в помине нет. Электричку Да, есть уже. можно, да, найти Да. вторичку, но там они такие тоже еще там месяц-два подождать надо для экспорта. Мгм. Хорошо. А какую комплектацию взять? Давай поговорим про гибрид. Я думаю, что гибрид, наверное, будет более вам интересен, да? Поэтому давайте помучим Антона с вопросом по гибриду. В любом случае, либо максималку на 205 километров, А либо зачем лидар в России? максималку на 310 километров без лидара. Ну, это не максималка, получается. Нет, это максималка. Да? Да, потому что когда ты берешь максималку с доп-пакет там, то есть в конфигураторе есть конкретно с обычным автопилотом и с автопилотом 5-го поколения, это iGUT 5-го поколения. Мгм. Вот, B или как он называется сейчас. И вот
За сколько получится машина? Получится у тебя 160 тысяч юаней. 160. С большой батарейкой, без продвинутого автопилота. Без продвинутого автопилота. Он в России не нужен. Ладно, друзья, в общем, пишите в комментариях ваше мнение. Мне интересно, что вы думаете по поводу автомобиля Song Ultra, новый, который вышел, который шокировал действительно здесь китайский рынок. И вот сейчас народ тут приходит, и все то к EV подходят, то к DMI. И всем интересно, потому что действительно годовая гарантия от BYD на любые повреждения при автопилоте включил, едешь себе и, пожалуйста, и там паркуешься. Что ты хотел сказать? А как же флеш-чардж? Что тут, Флеш-чардж? что там? Тебе на халяву там сколько-то лет дают заряжать ее, или сколько там количество километров, да. Год бесплатно можно заряжаться. Плюс у вас зарядка за 5 минут, вы заряжаете электромобиль. За 5 минут до 80%. Это что такое вообще? Просто вот поставил, даже с машины выйти не успеешь, там у тебя уже заряжено она. Друзья, то, что творится на этом рынке, это что-то такое невообразимое просто. И что нас ждет завтра, мы даже не знаем. В общем, подписывайтесь на канал, у нас много всего интересного. А с вами, как всегда, компания PandaWay из Китая. Будьте с нами, и у вас все будет хорошо. Пока. Спасибо, спасибо, ребята. Я знал, что вы оцените. Мы смогли. Антох, просыпайся, пойдем работать.